По дороге я совсем по-другому представлял себе план проникновения на объект. Но, оказавшись у периметра, понял, что все мои планы были напрасны. На территории шел снос зданий. Работы продолжались в течение всего дня, рабочие беспрерывно находились возле корпусов. И даже призрачная надежда, что в случае, если меня обнаружат, можно будет договориться немного погулять по объекту, исчезла сама собой. Никто не позволит находиться постороннему в зоне сноса строений, и тем более внутри этих самых строений. Всем привет, дорогие зрители! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Steppenwolf. Позади меня предприятие, которое сейчас находится в активной фазе сноса. Можно сказать, что я буквально приехал в последние дни жизни этого элеватора. Но несмотря на весь тот трэш, который сейчас там творится, я рассчитываю сегодня немножечко попозже попробовать попасть внутрь этих зданий и поснимать там. Тем более, что у меня есть информация, что совсем еще недавно внутри стен этого предприятия все находилось в полной комплектности, то есть он был фактически в рабочем состоянии. Теперь самое главное найти, где войти внутрь. Собственно, главная задача у меня будет потом выйти. Ну и вот я, собственно говоря, уже внутри. Времени у меня, надо сказать, очень мало. Предприятие принадлежало крупнейшей в Югославии пивоваренной компании БИП – Белградская индустрия пива. В этих корпусах находились солодовни – специализированное производство в пивоваренной промышленности по проращиванию и сушке зерна. Построены они были в начале 1970-х годов и рассчитаны на производство 60 тысяч тонн солода в год. Во времена расцвета БИПа эта солодовня обеспечивала основным сырьем для пивоварения не только головную компанию, но и другие югославские пивоваренные заводы. Вот я поднимаюсь по этажам, самые различные помещения. Вот это вот вентиляция, мне кажется, с предыдущего этажа. Часть корпуса силоса, она металлическая. И там были огромные радиаторы, точнее, они пока еще есть, но скоро их не будет. Здесь рушат все целиком, даже не пиля на металл. А вот посмотрите, техника стоит, которая буквально через час это все начнет разбирать. Посмотрите, гермодвери. И вот мы уже внутри силоса. Там вон осталось зерно. На самом деле это в этом элеваторе хранили, производили солод. Интересно, что эта конструкция передвигалась по кругу, и одна, и вторая. Видимо, сверху туда попадал солод, то есть это были как раз сушилки для солода, в принципе, понятно. И оттуда подавался теплый воздух. Там пол выполнен по принципу радиатора. Посмотрите, какие мощные вентиляторы нагнетали воздух туда в сушилке. Я сейчас передвигаюсь между различными помещениями. И здесь лифт и основная лестница. А вот силовые шкафы. Кабели, конечно, повыдирали, но в принципе тут даже не слишком сильно подестроили всю электрику. К слову, этот элеватор был построен в 1973 году. Вот здесь вот какие-то схемы, которые показывают, может быть, движение воздуха, вентиляцию и, соответственно, все эти выключатели. Масса различных проходов, масса лестниц. Вот еще одна электрощитовая. В принципе, она в таком же состоянии, ну, может быть, даже чуточку получше. Но, естественно, все силовые кабели выдраны. Аналогичный цех на этом же этаже, но уже с другой стороны.
То есть я просто сейчас хаотически перемещаюсь между этажами, потому что у меня время крайне ограничено. И в то же время хочется по максимуму посмотреть, что же здесь было. Смотрите, все электромоторы целы. Там, видимо, стояли заглушки, и эти электромоторы, соответственно, либо перекрывали, либо открывали эти заглушки. Кстати, друзья, у меня было уже аналогичное видео, точнее, с аналогичного объекта, только расположенного в Москве, в районе Фили, который был уничтожен тоже под застройку. И ссылочку на это видео я оставлю в описании. А вот и техника, которая пока спит, но которая скоро проснется и продолжит уничтожать этот элеватор. Вот еще одно помещение, тоже не попиленное, не разграбленное. То есть здесь просто снос идет даже без спиливания металла. Огромные электромоторы с приводами, то есть в принципе это все еще совсем недавно действовало. И теоретически даже сейчас, наверное, это можно было бы, этот элеватор можно было бы запустить снова в работу. Конечно, часть здесь повыкусывали, видимо, какие-то приборы, может быть, цвет медь, но очень выборочно. А вот, друзья, самый главный зал, ну, точнее, как самый главный. В общем, это и были солодовни. Сюда поступал солод с конвейера, видимо, из силосов, которые находятся в соседнем здании. И уже отсюда он подавался на сушку. Масса таких круглых емкостей. А вот уже частично покусанная экскаваторами крыша и вид на город сквозь грязное стекло, но от этого вид не менее привлекательный. Здесь был переход между силосами, но его уже, к сожалению, разрушили. Я рассчитывал попасть в соседнее здание, но теперь, увы. Теперь это получится сделать только если через улицу. Как раз вот из соседнего здания по конвейеру подавался солод сюда, в эти огромные чаны. На этом этаже находятся бочки с какими-то жидкостями и мощные трубопроводы, которые все это соединяют вместе. Скорее всего, здесь как раз был переход в другое здание. Здесь есть выход на крышу. Вот там, кстати, находится КПП. Там как раз сидит охрана. В общем, у меня сейчас где-то максимум час времени до того, как сюда придут рабочие. Обратите внимание, за двумя гермодверьми вход в солодовни. И это было помещение для сушки солода. Это та часть, которая сейчас уже активно сносится. И вот еще один выход на крышу. К сожалению, как я уже сказал, переход между корпусами уже разрушен. То есть, если мне не получится попасть в тот корпус, где основной элеватор, то это будет только через двор. А вот вид на соседний элеватор, который пока еще вполне действует. Такие переходы здесь встречаются между производственными помещениями.
А вот это как раз и был конвейер, который подавал из основного силоса, из основного здания. Сюда по этому конвейеру поступал солод. Причем, мне кажется, на конвейерной ленте даже до сих пор остатки этого солода. Видимо, отсюда как-то производилась разгрузка в различные емкости. Вот эта емкость сейчас затоплена, но неудивительно, были дожди, и поскольку элеватор сейчас сносят, то совсем неудивительно, что сюда тоже могла попасть вода. А вот тут как раз и был конвейер, который сейчас, к сожалению, снесли. То есть здесь можно было вполне попасть в соседний корпус. Парадоксально, но причиной проблем, вставших перед предприятием после развала Югославии, стал его масштаб. Солодовня была самой крупной на Балканах. При ее строительстве в планы закладывалось создание завода по производству виски и завода по производству кормов, но они так и не были реализованы. После прихода на сербский рынок европейских производителей пива, зачастую уже имеющих налаженную сырьевую и логистическую базу, а также после значительного падения экспорта сербских сортов пива на европейский рынок, мощности солодовни оказались избыточными и невостребованными, а долги по налогам, коммунальным платежам и зарплате только росли год от года. В 2007 году производство выкупил консорциум литовской фирмы и шведского производителя пива, но положение дел новым собственникам исправить не удалось. И в марте 2010 года предприятие прекратило свою деятельность. Вскоре была инициирована процедура банкротства, а в августе 2021 года компания была продана. Теперь на месте бывшего гиганта пивоваренной индустрии Югославии планируется строительство офисного центра и жилого комплекса. В общем, я сейчас потихоньку спускаюсь вниз. Не знаю, будет ли у меня шанс перейти в соседнее здание. А вот здесь уже были какие-то непроизводственные помещения. Ага, лаборатория. Даже лаборатория практически целая осталась. Зачем-то двигали мебель, возможно, какие-то документы собирали, судя по открытым ящикам, или искали что-то ценное. Но в целом лаборатория практически в таком состоянии, как она была при ее жизни, скажем так. Какая-то крошка рассыпана везде по полу, очень похожая на попкорн. Чисто внешне. По столам, по полу. Здесь буквально все в этой крошке. Вот еще одно помещение лаборатории. И мы перемещаемся по коридору в другое административное помещение. Видимо, это тоже относилось к лаборатории. На столах белые халаты сотрудников, которые работали в лаборатории. И документация. На стеллажах осталась вся документация. Не устаю говорить, насколько меня это удивляет, что люди годами на своей работе заполняют всякую документацию, хранят все эти документы, а потом все это идет вот так вот под слом. Вот еще одно помещение. Интересно, что это за приспособление. Скорее всего, это что-то канцелярское все-таки.
Опять административные помещения. А здесь как раз сидел начальник вообще всего этого силоса. Кстати, как ни странно, кабинет достаточно скромный. Даже у шефа лаборатории кабинет мне показался более интересным. Ну, а это, видимо, даже не знаю, может быть, секретарь тут сидел, тяжело сказать. Ну и куча алкогольной продукции. Точнее, тары из-под алкогольной продукции. Вот одна из электрощитовых, точнее то, что от нее осталось. А здесь уже чисто технические помещения. К сожалению, попасть во второй корпус у меня уже не получалось по времени. В любую минуту можно было ожидать рабочих, пришедших на смену продолжать сносить некогда крупнейший комбинат. Посещение этого предприятия навеяло воспоминания об уникальных солодовнях в Москве, построенных в конце XIX века, где сохранялось оригинальное оборудование еще того периода, и которые сейчас варварским способом застраиваются очередным ЖК. Видео об этом месте можно посмотреть по ссылке. А я с вами прощаюсь, до скорых встреч и всего вам самого наилучшего.